Приветствую вас на канале, меня зовут Александр, и в этом видео мы рассмотрим 47-ю модель китайского бинокля SV Bony, который я приобрел в личное пользование на AliExpress в официальном магазине бренда за $53.40. Причем на сайте производителя данная модель стоит около $60. Ссылки будут под видео. Продавец занизил оценку почтового пакета, поэтому мне не пришлось растамаживать. Прежде чем его приобрести, я просмотрел несколько видео от пользователей данным прибором, которые рекомендовали его для охоты, для наблюдения за птицами и прочее. Да, именно его назначение для охоты указано на официальном сайте производителя. Но лично мне эта модель не зашла. И в этом видео я расскажу почему. Погнали! Доставили его из Эстонии в Беларусь с отслеживаемым трек-номером всего за 3 недели. Бинокль упакован в картонную коробку, на которой указан бренд, его модель, сверху возможно артикул. Есть версии, соответственно, кратности приближения 8х32, 8х42. Это вариант с параметрами 10х42. Присутствует серийный номер и указан изготовитель, а также его координаты. В комплекте имеется инструкция на 5 языках, исключая русский. Достаточно подробная инструкция с иллюстрациями. Далее в комплекте идет подсумок с пристегнутым к нему с помощью пластикового карабина и широким ремнем. Забегая вперед и не глядя на то, что он заявлен как охотничий бинокль, я считаю его не профессиональным прибором, а именно для бытовых нужд. Ну, вроде как за соседями подсмотреть. Однозначно вы не купите профессиональную оптику за $50-60, да еще на AliExpress. Данная модель, ее комплектация, все соответствует бюджету. Подсумок с габаритами 18х13 и толщиной 6 см пошит из синтетической ткани. Стенки плотные, непромокаемые. По бокам не к металлическим, а именно к пластиковым петлям. Пристегнут опять же пластиковыми карабинами плечевой ремень с возможностью регулировки его длины через пластиковые пряжки. Тут все из пластика и даже сам бинокль, но о нем далее. Верхний клапан фиксируется на липучке. В нем изнутри вшит сетчатый кармашек на пластиковой молнии. Итак, внутри, кроме бинокля, в пакетах уложенный ремень непосредственно для самого бинокля и салфетка для ухода за оптикой. Итак, полный комплект представлен на экране. Вся оптика прикрыта резиновыми крышками. Бинокль в сложенном состоянии имеет габариты 15 на 10 и 7,5 см. Вес с ремнем и резиновыми крышками около 700 грамм. Линзы окуляров имеют диаметр около 20 мм, а диаметр линз объективов, как и заявлено, 42 мм. Выкручиванием резиновые наглазники выдвигаются от окуляров. С правой стороны есть подстройка диоптрия. Спереди под пластиковой наворачивающейся крышкой присутствует стандартная 1/4 резьба для крепления на штативе. Ну, с соответствующим переходником, конечно. Корпус пластиковый, имеет резиновый кожух и заявлена даже влагозащита. И в нем только кольцо фокусировки, кольцо настройки диоптрия из легкого алюминиевого сплава. Всю массу бинокля обеспечивают вклеенные в него призмы и добавляют линзы. Они, конечно же, стеклянные и достаточно тяжелые. Кратность приближения 10, и скорее всего это правда. У меня есть с чем сравнить. Так, с дистанции 14 шагов этот колодец с помощью бинокля я вижу таким, каким бы я его видел с 1,5 шагов, без использования бинокля. То есть вполне можно подтвердить кратность приближения этого оптического прибора в 10 раз. В реальных условиях вот так приближает этот прибор данную высоковольтную вышку, находящуюся на значительном отдалении. Но самое главное, что это китайский бинокль, поэтому призмы здесь фиксируются либо клеем, либо расплавленным пластиком. Это не армейский или морской бинокль, в который линзы крепятся прочно металлическими рамками в металлический корпус бинокля. Была у меня такая реплика китайского бинокля под брендом Nikon, который я также приобретал давно уже на AliExpress. Ссылка с его обзором сейчас появится на экране. Так вот, я его разбил, именно поэтому и купил новый. При падении бинокля на керамический пол в нем одна призма сместилась со своего положения, и один глаз, когда смотришь бинокль, стал косить. Вот все, что от него осталось. Простенький хлипкий подсумок значительно уступает новому. Резиновые крышки на линзы. Одно такое пластиковое кольцо. И, кстати, еще одна линза у меня осталась. Использую как просто увеличительное стекло. Когда я снимал его обзор, я был поражен его тяжестью и уверял, что он металлический. На самом деле, когда я его разобрал, он был пластиковый, просто покрыт резиной. И весь вес, как и в новом, уже составляют только призмы и немного добавляют линзы. Линзы тоже такие увесистые, грамм 80-91. Что касается нового бинокля, то отмечу я его все-таки недостатки. Несмотря на то, что
большинство обзорщиков его хвалят. Первое – это узкий хват руками, при котором испытываешь небольшой дискомфорт при его удержании. Бинокль не габаритный, в нем линза, тубус объектива, линза окуляра расположены на одной оси. Не как в армейском бинокле, что они немножко так выпирают. Когда при пользовании биноклем вы сводите два световых круга, чтобы получить один, путем сближения двух тубусов, то есть таким образом вы складываете, то кисти рук и непроизвольно локти сближаются. И вот так держать в продолжительное время бинокль мне некомфортно. Локти хочется как-то раздвинуть пошире, вот таким вот образом держать. Второй недостаток заключается в том, что резкость достигается буквально в узком таком пятне или круге, буквально в диаметре 5 мм. Если скосить глаз немного в сторону, то у контролируемого объекта появляются такие радужные цветные окантовки, которые уже снижают резкость самого объекта. Но положительным фактором будет то, что этот бинокль увеличивает объект как-то больше, чем прежняя реплика Nikon. В нем была заявлена кратность приближения 20, но реально где-то около 8, а диаметр линз 50 мм, как и заявлено, так и было. Но мне прежний Nikon и по хвату руками, и качеству картинки нравился больше. Там была как-то оптика более какая-то прозрачная, что ли. И даже испытывал такой 3D-эффект, то есть объемность, отделение самого объекта от фона. Оно казалось как-то вот более реалистично. Если же кто не верит моим выводам, то этот бинокль можно купить по ссылке в описании этого видео и оспорить мои выводы. Но лично мне реплика Nikon нравилась больше, поэтому ссылку оставлю и на него. Ну а я вас уже попрошу подписаться на канал, оценить это видео и встретимся здесь же. Пока, увидимся.